Привет, меня зовут Лена. Я готовлю папа-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить очень вкусный чизкейк без лактозы. Это карамельный чизкейк с нежной сырной текстурой. На мягкой, чуть тягучей основе с курагой и арахисом расположился вкуснейший карамельный слой. Процесс приготовления очень прост, а вкус потрясающий. Для основы нам понадобится 70 грамм кураги. Выбирайте мягкую, матовую, натуральную курагу. Она, как правило, бывает вот такого темного цвета. Вместо кураги можно использовать и финики, тоже будет очень вкусно. Заливаем курагу кипятком и оставляем замачиваться примерно на 10 минут. А пока можно измельчить овсянку. Понадобится 80 грамм овсяных хлопьев долгой варки. Я предварительно обжарила овсянку на сухой сковороде, так получается более интересный вкус. Можно этого не делать, а можно вообще обжарить до карамельного оттенка. Измельчаем овсянку блендером до состояния мелкой крошки. Сливаем с кураги воду. Курага разбухает от воды, за счет чего ее вес после замачивания будет 100 грамм. Измельчаем блендером до состояния кашицы. Я делаю это погружным блендером, потому что количество очень маленькое и обычный блендер может не захватить. Добавляем 35 грамм арахисовой пасты, измельченную овсянку и перемешиваем до получения однородной массы. Постепенно добавляем сюда любую жидкость до получения нужной консистенции. У меня это кокосовое молоко. Нам нужно получить пластичную, нелипкую массу. Молоко лучше добавлять постепенно, чтобы не переборщить. Я добавила 30 грамм кокосового молока до получения нужной консистенции. Мягкая пластичная масса, которая не рассыпается, но при этом не липнет к рукам. Собирать торт я буду в кондитерском кольце диаметром 16 см. Кольцо стоит на подложке, на которой будет подаваться чизкейк. По бортикам прокладываем ацетатную ленту для удобства извлечения торта. Выкладываем основу на дно и распределяем с помощью лопатки ровным слоем. Можно воспользоваться стаканом с плоским дном. Эта масса достаточно мягкая и податливая, выравнивается очень легко. Отставляем заготовку пока в сторону. Для карамельного оттенка и вкуса нам понадобится 40 грамм сухого кокосового молока. Его можно взять больше или меньше, в зависимости от того, какой насыщенности карамельный цвет вы хотите получить. Кокосовое молоко обжариваем на среднем огне при постоянном помешивании до карамельного оттенка. Также для сырного слоя нам понадобится 360 грамм соевого сыра тофу комнатной температуры. Это должен быть вот такой, достаточно твердый сыр, не шелковый мягкий тофу. Такой вариант проще всего найти в магазинах. Перекладываем в блендер. Добавляем обжаренное сухое кокосовое молоко, 50 грамм кокосового молока, 80 грамм натурального сиропа без сахара, у меня это низкоуглеводный сироп цикория. С этим количеством получается очень умеренная сладость. Если вы любите послаще, добавьте сухой подсластитель или финики. 60 грамм масла ги. Подойдет также кокосовое или какао-масло, в общем, те, которые застывают в холодильнике. И пол чайной ложки соли. В карамельных десертах она очень хорошо звучит. Тщательно измельчаем все ингредиенты с помощью блендера до гладкости. Чем однороднее получится масса, тем лучше. На этом этапе вы можете попробовать ее на сладость и добавить сухой подсластитель, если требуется. Перекладываем массу в подготовленную форму, выравниваем и отправляем в морозилку на 4 часа, а потом в холодильник еще как минимум на 1 час для разморозки. Хочу обратить ваше внимание на то, что этап заморозки здесь обязателен. Чизкейк может просто не схватиться в холодильнике и тогда не будет держать форму. Когда чизкейк застыл, снимаем с него кольцо и ацетатную ленту. В качестве декора у меня сегодня немного шоколадной глазури.
размещая ее по кругу. Рецепт простейшей шоколадной глазури я пропишу в описании под видео. А сверху посыпаю миндальными лепестками. Вот такой чизкейк получился. Очень простой и лаконичный декор, ничего лишнего. Давайте его разрежем. Чизкейк достаточно мягкий. Вот такой простой разрез. Я сегодня поторопилась достать чизкейк из морозилки, и видно, что в середине он намного мягче. Эта часть не успела проморозиться, так что не спешите, обязательно подержите в морозилке как минимум 4 часа. У этого чизкейка потрясающий сливочно-карамельный аромат. На мягкой, чуть тягучей основе с курагой и арахисом расположился вкуснейший карамельный слой. И это прекрасное сочетание, очень гармоничное. У сырного слоя мягкая кремовая текстура, он очень нежный и вкусный. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!